Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. События до конца марта. Что идет в вашу жизнь до конца месяца марта? Что скоро произойдет? Давайте с вами узнаем. Какая история судьбы вас ожидает. И вначале вот именно больше о событиях нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса, которые у меня очень давно. И я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Однако все же рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Что же случится, что произойдет в жизни близнецов до конца марта? С чем это связано? Ну, может быть, и с кем. Почему нет? Итак, давайте будем узнавать, что ждет близнецов в ближайшее время, в ближайшие дни. И я должна сказать, после 20 числа Меркурий, ваша планета-управитель, теперь не в ретро, а в прямом движении. И стало быть, какие-то вопросы, темы будут решаться быстрее, как дела пойдут в гору. Ну или скорости будет больше, особенно если что-то прежде тормозилось. Но это всех знаков зодиака касается. Но здесь может быть такое известие, смотрите. Вот интересно, третьему знаку зодиака подряд, хотя ведь я много раз перемешала карты пасьянса, колокол. Это всегда внешнее событие, внешняя информация. Или, может быть, это даже какая-то глобальная информация, общемировая информация. Да я теперь уже об этом думаю, потому что перед вами Овен был, Телец, и всем выпадает именно это значение. Это то, что нас может удивить, где-то застать врасплох. Но это может быть действительно какая-то информация, которая нас к действиям подталкивает. Может быть и так. Хотя вполне вероятно, когда мы можем наоборот, тут ведь смотря у кого какая конфигурация, действия могут быть наоборот, когда вы собирались что-то делать, да, или к чему-то приступать, а тут вы понимаете, нет, сейчас этому не время, может быть, тут наоборот, как какой-то, ну, сюжет, он завершается, но это могут быть даже люди, которые вам приносят новость, допустим, пусть это ваше окружение, у них там что-то меняется, и значит, на вас это тоже может оказывать какое-то влияние, но именно на вашу жизнь. Ну, давайте посмотрим, что нам тут еще. Тут, правда, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тут что-то будет меняться. Смотрите, колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Более того, в нашем пасьянсе мы можем соединять то, что в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Вот у вас, мои дорогие близнецы, полное исполнение желаний и деньги. Вы знаете, вот этот колокол может выглядеть как его величество случай, а не упустите колы чего-то. Потому что пойдем дальше. Полное исполнение желаний, деньги, добрые, счастливые перемены. Может быть, это такой своеобразный, знаете, как триггер, когда вы решаетесь на что-то, факт. Тут будет вообще, посмотрите, жизнь полна событиями, информацией. И это молния, это что-то такое тоже где-то с элементом неожиданности, внезапности. Вы можете получить какие-то сведения, может быть, даже две каких-то новости. Информация и следом за ней новости. Или пусть это, ну, какое-то ваше действие или какое-то значение, которое вот пусть в жизни других людей, но на вас это оказывает влияние. Вы можете именно, когда вы слышите новость, вы о чем-то задумываетесь, а тут следом еще одна как будто прилетает, и у вас все как встает на места, по местам. Или складывается какой-то пазл. Да, сомнения будут, потому что месяц это куда без них, да? Что-то вы будете тут обдумывать и так, и эдак, рассматривать какие-то разные варианты, но все равно, понимаете, тут нельзя чего-то упустить, мои дорогие близнецы. Я вижу так. Смотрю, что еще совпало в нашем пасьянсе. Я не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем дальше. Оно того стоит. Это, смотрите, а ведь и правда документ. Документ, важная бумага, которую вы можете получить. Может быть, у кого-то оформление.
оформление по части дома иногда, да? Или это действительно как сделка, может быть, у кого-то, потому что тут и деньги, тут и или по работе это исполнение желаний. И, может быть, вот совершенно случайно. Тут вот, понимаете, когда выпадает колокол, а тем более у вас тут выпадает еще вот сомнение, и вот эта молния, это мы что-то слышим, а вот сомнение, как будто нас что-то останавливает. Или будет, знаете, как, ну, так внутренний голос, а ты еще подожди. А тут действовать надо. Иначе сегодня шанс есть, а завтра не будет. Может быть, это у кого-то даже вопросы будут касаться с ценой. Тогда будьте готовы как подвинуться в этой цене, но никак не упустить шанс. По сути дела, не упустить счастливые перемены. Тут вся конфигурация жизни в сторону счастья у вас может складываться. Вот, может быть, это у кого-то и знакомство, а у кого-то это именно документ, как получение желаемого, как 1000 дорог в одной точке сходятся. Вот и правда, тут буду благодарна вашим комментариям. Может быть, через какое-то время, если вы найдете минутку, вернетесь и напишите комментарий уже потом, да, когда начнется апрель. Правда, вот с чем был сопряжен, с какими событиями этот период. Итак, что уйдет, давайте спросим. Очень интересно. А что придет взамен? И еще одну карту достану. Внезапности, неожиданности. Может быть, какая-то тайна. Может быть, это вот какое-то известие. Вот что это такое будет? И спросим по основным сферам жизни, что ждет близнецов. Жизнь личная, взаимоотношения в целом, любовь. Что ждет по вашим достижениям, ваши планы. Может быть, документы, у кого-то учеба. У кого-то важные встречи, контакты и деньги, что же ждет близнецов. Итак, что уйдет? Туз кубков. Какие-то приятные эмоции, мои дорогие. Может быть, вот вас именно вот этот период конца марта вас заставит несколько отойти от эмоций. Может быть, вот именно больше прагматики, интеллекта, ну, по части интеллекта это как раз вы. Тут придется что-то менять. На кону у вас действительно стоит первое. Может у кого-то поездка или переезд. Второе, могут стоять деньги. Вот где-то я уже об этом говорила, как будто не упусти шанс. А что это такое? Что уйдет? Вы знаете, вы тут как будто сами будете от чего-то отказываться. Десятка жезлов – это то, когда мы включились в какую-то работу, может быть, мы увязли в каких-то делах, в отношениях, то, от чего мы устали, мои дорогие. Может быть, вы как раз для себя, ну, как скоординируете ваши действия, вашу активность, или куда вы буквально как бросите свои силы. И я могу сказать, что уходит. Здесь, в принципе, может быть и такая конфигурация, когда вам приходилось много работать. Какая-то, может быть, история, когда вы много раз, вот десятка, да, и мы говорим туз кубков, много раз как чем-то загорались. Или когда вы кому-то верили, чему-то верили, в какой-то план. И вот здесь идет усталость именно от эмоций, от, может быть, и от веры, от доверия такого своеобразного. Правда, вы уходите. Вы здесь, у кого-то это будет связано с переездом, мои дорогие. Вот на самом деле, со сменой работы. Может быть, дополнительный заработок. Но я точно так же могу предположить, что вы узнаете какую-то новость, и она вас буквально обрадует. Может быть, это вы прежде вынуждены были в чем-то участвовать, кому-то помогать, и вы уже тоже устали. А вот теперь вы без эмоций. Вот сможете как проститься с какой-то разрушающей ситуацией. Я не могу сказать, что это будет продолжаться долго. Нет, тут вы сами, скорее всего, подводите итоги. А что придет взамен? Так вот, больше радости, какой-то праздник идет в вашу жизнь. Что придет взамен? Ну, счастье, любовь, мои дорогие. Здесь могут, знаете, тут как что-то мимолетное. Вот я именно с этим и говорила. Ну, может быть, это даже как, может быть, какой-то контакт с определенным человеком, который, может быть, в какой-то период жизни
для вас было как вдохновение, или вам нравилось говорить с этим человеком, а потом явно, ну, пришла какая-то иная конфигурация отношений, и вы от них устали в итоге. Тут мы именно уходим от усталости, от того, что уже не имеет значения. Может быть, для кого-то, кстати, это, знаете, вот разрозненность планов. Когда вроде бы много и интересно, а вы как раз, мои дорогие близнецы, это по части любопытства к жизни. Но, может быть, вы теперь понимаете, и настало время количество перевести в качество. И, может быть, меня много что интересует, но сейчас жизнь диктует свое, потому что устал от какой-то многозадачности уже. Близнецы устали определенно. Или когда вы включаетесь и в одно дело, и во второе, и в третье, а тут еще со стороны вас пытаются и в четвертое, и в пятое, может быть, и в десятое втянуть. Вы порядок наводите в своей жизни, и приходит вот это и удовлетворение, и праздник. По максимуму посмотрите десятка кубков. Что-то доброе, светлое, надежное, самое главное, входит в вашу жизнь. А у кого-то это правда будет связано с домом, с перемещением или сменой места жительства. Что внезапно, неожиданно. Вот я говорила, будете отказываться. Потому что вот вас как дергали словно в разные стороны, люди будут также продолжать и действовать. По семерке жезлов мы всегда как будто сами вынуждены отступить полшага назад и красиво выйти из игры. Потому что нет смысла ни доказывать, ни участвовать. Здесь может быть какая-то история, которая, тем не менее, вам возвращается как проверка, ведь карта справедливости – это всегда карма. Вы можете оказаться на выборе, когда выбор этот будет сделать сложно, и это может быть как внезапно, неожиданно. Может быть, это даже какая-то тема, задумка, вот у каждого сейчас свое. Вот что вас сейчас беспокоит? Скорее всего, вот тот вопрос, который вы пытались решить не один раз, и все оно как-то не стыковалось. Вот здесь как будто будет ясность. Вот именно поэтому, по этой теме или по этой проблеме, по этому вопросу. Здесь как будто мы часто ведь говорим причина и следствие. Может быть, вы пользовались одним каким-то методом, а вот здесь вы что-то попробуете несколько иначе. Или что-то видоизменили в предыдущий период. И здесь как будто пространство вам откликается и дает вам вот этот шанс. И причем вы можете это сделать по закону, может быть, через оформление документов, у кого с чем связано. Может быть, это даже будет касаться работы, новой должности. Точно, победа, мои дорогие. Все то, что я долгое время говорила, вам как карты подтверждают. Ну, лучший враг хорошего, посмотрите. Значит, надо что-то отпускать. И даже если приходится переводить вот это количество, а вот ваше врожденное любопытство вам помогает. Но сейчас у нас такой период, особенно для вас, потому что это вы как готовитесь, поверьте, перемен еще будет очень много, не только в вашей жизни, но когда Уран окажется в вашем знаке зодиака, для всех знаков будет много перемен. Это произойдет после 26 апреля. Но вот для вас сейчас этот период, пока еще Уран в Тельце. Вот вам нужно, как, знаете, что-то стабилизировать, укрепить. Действительно, вот это не количество сейчас, а именно качество жизни важно. Личная жизнь что ждет? Умеренность. И для тех, кто в паре, тут все, в принципе, идет в таком же ключе. Я должна сказать, что здесь может быть и его величество случай. Для кого-то из вас, ну, правда, подведение итогов. Может быть, личная жизнь как личность. Вы действительно делаете какой-то важный выбор. Вы как будто, посмотрите, изящно завершаете свои разочарования. Ведь всегда по пятерке кубков это разочарование. Может быть, это были и предательства. Может быть, это какой-то грустный опыт, мои дорогие. Может быть, по части денег. У кого-то это будет касаться личности и действительно вашего творчества. Или, может быть, заработков. Вы как-то более уверенно и надежно. Умеренность, она ведь, знаете, о терпении и о холодной голове. То есть есть то, что мы должны как бы сменить конфигурацию. Но есть и то, что мы должны сохранить. В первую очередь сохранить все самое ценное. Ну и, понятно, самих и себя. Ну, не совсем тут, видимо, вот так вот прямо сразу и вот это десятка кубков. А вот какая или победа. А вот вы еще проходите какой-то путь, пока вы получаете вот это новое качество жизни и вот эту победу. И это вам по судьбе.
Что ждет ваши достижения, работа? Ну, смотрите, нулевой аркан. Старший еще один аркан, который говорит, как жизнь, как новое начало, новый жизненный путь, новые планы. И это колода Чиро Маркетти. И у нас тут такой шут изображен, который жонглирует всем зодиаком. Ну, практически такой маг-волшебник, можно сказать. Вот и вам придется, может быть, что-то переиграть. Самого себя. Имеется в виду, раньше были одни постулаты или для вас были одни принципы. Вот принципы явно придется пересматривать. Потому что что-то вокруг вас меняется. Мы об этом с вами говорили по пассиансу. И это касается, чтобы вы смогли таки что-то получить. Посмотрите. Туз жезлов я всегда говорю. Это может быть информация, это может быть известие. Всегда это карта шанса, возможностей, которая вот именно шанс делит нашу жизнь на период до и после. Вот такая конфигурация конца марта, как жизнь делится на период до и после. И это будет зависеть и от вас самих. Здесь не упустить чего-то, повторяюсь в определенный раз. Может быть, для кого-то это начнется с предложения. Для кого-то с внутреннего инсайта, когда мы понимаем, о, вот теперь как будто пора, все, уже вот теперь, ну, нельзя отложить на потом. А может быть, для кого-то из вас это предложение. Или банально вот даже то, что мы слышим в средствах массовой информации, и тоже говорим себе, вот сейчас действуй. Деньги, что ждет? Ну, как будто по этой карте деньги есть, деньги будут. Здесь могут быть люди, которые помогают решать финансовые вопросы. Здесь могут быть те люди, которые, ну, как с вами взаимодействие, партнерские отношения, которые будут длиться долгое время. Потому что это всегда марафонский забег. Вы сами тут можете какую-то новую концепцию заработков складывать. И по этой карте, для кого это будет актуально, если вам нужно решить финансовый вопрос, то у кого-то может быть минус. Хотя тут у каждого по-разному проиграется вот эта девятка пентаклей, да. У кого-то именно как проигрыш в деньгах может быть, да. И он касается, может быть, неправильного вложения денег, а может быть, какого-то не вполне осознанного риска, когда тоже кто-то потерял в деньгах. И вот теперь вы тут свою стратегию к финансам полностью пересматриваете. Но если нужно решить какой-то вопрос финансовый или подписать финансовый документ, кому-то, может быть, оплатить или платеж совершить, а вы вот именно сейчас, ну, пока не ресурсный. Как будто в вашем окружении есть тот человек, который вас может выручить деньгами. Что ждет в деньгах еще? Сами по себе деньги. Тут, знаете, от чего-то нельзя отказаться, потому что для кого-то из вас это может быть далекая и денежная траектория тоже. Тут выгода, мои дорогие, идет. Но себя приходится для того, чтобы она произошла и случилась. То есть как бы выгода – это то, что, ну, нам еще предстоит понимать, будем мы в этом участвовать или нет, насколько мы готовы глубоко окунуться и серьезно в этот процесс, дело, или, может быть, это даже творчество. Но, тем не менее, вот выбор нужно делать душой и прагматика, мои дорогие. Ну, тут вот тогда вот эти добрые эмоции, счастье, радость, новое качество жизни. Ну, видимо, для вашего интеллекта и для аналитики. Конец марта – самое прекрасное время. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.